Мир вам, дорогие подписчики и гости моего канала. Рада вновь приветствовать вас в новом видео. Будем сегодня вязать с вами миндальную шаль. Оригинальное название этого узора я не нашла, так же как и не знаю, кто автор. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, отдадим должное автору и скажем дружно спасибо за столь прекрасный узор. Мастер-класс у меня получился длинным, так как старалась сделать его максимально подробным. Поэтому разделила его на две части. Всю подробную информацию оставляю, как всегда, внизу в описании под видео. Итак, приступим к делу. Вязала я данную шаль из пряжи Alize Angora Gold Simley. В 100 граммах у нее 500 метров. В состав входит 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлик. Цвет данной пряжи номер 515. Крючок использовала 3 миллиметра. Итак, начинаем вязать. Для начала делаем петлю на рабочей нити, фиксируем ее и приступаем к вязанию. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. Набрали цепочку, теперь в самую первую петлю просовываем крючок, захватываем рабочую нить и протягиваем сквозь 2 петли. То есть сделали соединительную петлю. Сделали кольцо. Оно у нас не скользящее будет. И теперь просовываем крючок в кольцо, захватываем нить крючком, вытягиваем и вытягиваем сквозь петлю. Зафиксировали. Теперь вытягиваем крючком нить примерно на высоту столбика. Делаем накид на крючок, просовываем крючок в кольцо, захватываем нить, вытягиваем. Оставили на крючке, накид. Также захватываем нить еще раз крючком и третий накид. Также вытянули. Берем нить крючком, вытягиваем сквозь все накиды. Делаем воздушную петлю и затягиваем ее. Так мы сделали пышный столбик. Теперь делаем 2 воздушные петли, накид на крючок. Это наше кольцо. Сделаем еще один такой пышный столбик из 3 накидов. Один накид, второй накид. И сюда же в кольцо вытягиваем третий раз. Сделали 3 накида. Захватываем нить крючком, вытягиваем сквозь все накиды. На крючке 2 петли. И просовываем нить сквозь 2 петли. Делаем 2 воздушные петли. Накид в кольцо. Сделаем еще один такой пышный столбик. Раз накид. 2. И 3. Захватываем нить крючком, просовываем сквозь все накиды, 2 петли на крючке. И еще раз ниточку протянули через 2 петли. Итак, это у нас был первый ряд. В первом ряду просто 3 пышных столбика. Поворачиваем вязание. Начинаем второй ряд. Между 2 пышными столбиками под цепочку из 2 воздушных петель просовываем крючок, захватываем нить и протягиваем сквозь рабочую петлю. Вытягиваем нить крючком на высоту столбика, делаем накид на крючок, захватываем нить, раз, второй накид, ниточку захватили 2, третий накид, захватили ниточку третий раз. Теперь берем рабочую нить, протягиваем сквозь все накиды и фиксируем воздушной петлей. Затянули петлю. Делаем 2 воздушные петли. Накид сюда же. Сделаем еще один такой пышный столбик из 3 накидов. 1, 2, 3.
И теперь захватываем ниточку крючком, вытягиваем сквозь все накиды. 2 петли на крючке у нас. Захватили ниточку, провязали сквозь 2 петли. Теперь делаем 3 воздушные петли. Накид на крючок. И между следующими двумя пышными столбиками под цепочку провяжем также пышный столбик из 3 накидов. Так, второй накид сделали, и сюда же делаем третий накид. Захватываем ниточку крючком, вытягиваем сквозь все накиды, 2 петли на крючке, провязали их вместе, затянули. Делаем 2 воздушные петли, и давайте покажу в замедленном варианте еще раз эти пышные столбики. Так, делаем накид на крючок, крючок просовываем под воздушные 2 петли, ниточку вытянули на высоту столбика, делаем второй накид на крючок, захватываем ниточку крючком под цепочкой, делаем третий накид на крючок, захватили нить крючком, вытянули на высоту столбика, захватываем нить крючком и просовываем сквозь все накиды. На крючке у нас 2 петли. Захватываем ниточку крючком и протягиваем сквозь 2 петли, фиксируем. Итак, провязали еще один пышный столбик. Итак, на этом мы с вами провязали 2 ряда. Начинаем 3-й ряд, вязание поворачиваем. Между двумя пышными столбиками под цепочку просовываем крючок, захватываем ниточку и протягиваем сквозь воздушную петлю. Затянули. Теперь вытягиваем ниточку крючком на высоту столбика и провязываем сюда пышный столбик. Я на нем теперь останавливаться не буду. Вернитесь и посмотрите в замедленном действии. Делаем 2 воздушные петли и сюда же под цепочку еще один пышный столбик из 3 накидов. Зафиксировали воздушной петлей. Итак, в начале у нас всегда будут 2 пышных столбика. Теперь 2 воздушные петли. Делаем 3 воздушные петли. Делаем накид на крючок. Здесь у нас цепочка из 3 воздушных петель в предыдущем ряду. Под нее провязываем столбик с одним накидом. Еще делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид на крючок. И в конце между двумя пышными столбиками под цепочку провязываем пышный столбик из 3 накидов. Провязываем 2 петли вместе, делаем 2 воздушные петли, накид на крючок и сюда же еще один пышный столбик из 3 накидов. Провязываем 2 петли вместе и фиксируем. Таким образом мы провязали с вами 3-й ряд нашего узора. Переходим к вязанию 4-го ряда. Вязание поворачиваем. Под цепочку между двумя пышными столбиками просовываем крючок, рабочую ниточку захватываем, вытягиваем сквозь петлю. Вытягиваем крючком нить на высоту столбика и провязываем первый пышный столбик из 3 накидов. Фиксируем, делаем 2 воздушные петли и сюда же провязываем второй пышный столбик из 3 накидов. Зафиксировали петлей. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид на крючок. И в центре, в предыдущем ряду, у нас есть столбик с накидом. В его вершину провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик с накидом. Сюда же провязываем второй столбик с накидом. И в эту же вершину провязываем 3-й столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Между двумя пышными столбиками в конце провязываем пышный столбик с 3 накидами. Зафиксировали 2 воздушные петли.
И сюда же еще один пышный столбик с 3 накидами. Зафиксировали петлей. Так выглядит 4 ряда нашего узора. И мы приступаем к вязанию следующего 5-го ряда. Вязание поворачиваем. Под цепочку между 2 пышными столбиками переводим наше вязание соединительной петлей. И вытягиваем крючком ниточку. На высоту столбика провязываем первый пышный столбик из 3 накидов. Фиксируем петлей, делаем 2 воздушные петли. И сюда же провязываем второй пышный столбик из 3 накидов. Зафиксировали петлей. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накидный крючок. Теперь в предыдущем ряду у нас здесь вот 3 столбика. Вершину самого первого столбика провязываем столбик с 1 накидом. Первый. Сюда же второй столбик с 1 накидом. И в эту же вершину 3 столбик с 1 накидом. Так, в вершину первого столбика провязали 3 столбика с накидом. Делаем 1 воздушную петлю, накид, вершину следующего второго столбика, провязываем 1 столбик с 1 накидом. Далее 1 воздушная петля. У нас остался 3 столбик. В его вершину провяжем 3 столбика с 1 накидом. Первый столбик с накидом. В эту же вершину второй столбик с накидом. И сюда же 3 столбик с 1 накидом. Вот так должно быть. 3, по центру 1 столбик и в крайне еще 3. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид на крючок. И под цепочку между 2 пышными столбиками провязываем пышный столбик с 3 накидами. Фиксируем петлей. Делаем 2 воздушные петли. И сюда же еще один пышный столбик с 3 накидами. Зафиксировали петлей. Вот что у нас должно получиться. Приступаем к вязанию 6-го ряда. Вязание поворачиваем. Переводим вязание соединительной петлей под цепочку. Вытягиваем крючком ниточку и провязываем первый пышный столбик из 3 накидов. Фиксируем петлей, делаем 2 воздушные петли. И сюда же провязываем еще один пышный столбик из 3 накидов. Далее делаем 3 воздушные петли. 2, 3. Делаем накид на крючок. И смотрим. Здесь у нас в начале вот 3 столбика с накидом. В вершину первого столбика провязываем 2 столбика с 1 накидом. 1 столбик. В эту же вершину второй столбик с накидом. Далее в вершину следующего столбика провязываем столбик с 1 накидом. 1 столбик с 1 накидом. В вершину третьего столбика провязываем 2 столбика с 1 накидом. 1. И сюда же второй столбик с накидом. То есть у нас тут 5 столбиков с накидом получилось. Далее делаем 2 воздушные петли. 1, 2, накид. По центру у нас тут был в предыдущем ряду 1 столбик с накидом. В его вершину мы провяжем 3 столбика с 1 накидом. Первый столбик. Сюда же второй столбик. И
в эту же вершину третий столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, 1, 2. Тут у нас 3 столбика с накидом. Вершину первого столбика провязываем 2 столбика с накидом, 1 столбик, сюда же еще 1 столбик. Вершину второго столбика провязываем столбик с одним накидом, то есть 1 столбик с накидом. И в вершину третьего столбика провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Первый столбик с накидом. И сюда же второй столбик с накидом. Так у нас тоже должно быть 5 столбиков с накидом. Далее провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь между двумя пышными столбиками в конце ряда провязываем такие же 2 пышных столбика. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же еще один, то есть второй пышный столбик из 3 накидов. Итак, провязали мы с вами 6 рядов. Теперь приступаем к вязанию 7 ряда. Переводим соединительной петлей также начало нашего вязания между двумя пышными столбиками под цепочку и провязываем первый пышный столбик из 3 накидов. Фиксируем, делаем 2 воздушные петли. Сюда же провязываем такой же второй пышный столбик из 3 накидов. Фиксируем петлей и теперь смотрим. В этот раз, в этом ряду мы сюда провяжем еще 2 воздушные петли и сюда же под эту же цепочку еще один третий пышный столбик из 3 накидов. Вот так вот должно получиться у вас в начале 7 ряда. 3 пышных столбика. Теперь делаем 3 воздушные петли. Накид на крючок. Теперь смотрим. В предыдущем ряду здесь вот у нас 5 столбиков с накидом. В вершину первого столбика просовываем крючок, захватываем нить, вытягиваем, провязываем столбик с накидом, но не до конца. 2 петли оставляем на крючке. Делаем накид на крючок. В вершину второго столбика просовываем крючок, захватываем нить, вытягиваем и провязываем сквозь 2 петли. 3 петли осталось на крючке. Теперь провязываем все 3 петли вместе. То есть таким образом мы сделали убавку. Далее накид, вершину следующего столбика предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Далее нам нужно сделать еще одну убавку. Делаем накид на крючок, вершину следующего столбика провязываем столбик с накидом не до конца, на крючке осталось 2 петли, делаем накид, вершину следующего столбика провязываем столбик с накидом не до конца, провязали сквозь 2 петли и 3 петли осталось на крючке. Теперь захватываем ниточку и провязываем сквозь 3 петли, то есть сделали еще одну убавочку. Далее делаем 2 воздушные петли, 1, 2, делаем накид. Тут у нас идут 3 столбика с накидом. Вершину первого столбика делаем наоборот прибавку, провязываем 2 столбика с накидом, первый столбик с накидом и сюда же еще один второй столбик с накидом. Вершину второго столбика провязываем 1 столбик с накидом и вершину третьего столбика делаем еще одну прибавку, то есть провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик с накидом и сюда же еще один второй столбик с накидом.
что у нас получается. Здесь мы убавляем, а здесь наоборот увеличиваем. Итак, продолжаем. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Делаем накид. Далее вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца. 2 петли у нас остались на крючке. Делаем накид на крючок. Вершину следующего столбика провязываем столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке, провязали их вместе, то есть сделали убавочку. Делаем накид на крючок, вершину следующего столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. И делаем теперь еще одну убавку. Вершину столбика провязываем столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке. Вершину следующего столбика столбик с накидом не до конца. На крючке у нас 3 петли, и все 3 теперь провязываем вместе. Теперь делаем 3 воздушные петли. В конце 7-го ряда, так же как и в начале этого ряда, мы делаем между 2 пышными столбиками под цепочку не 2, как в предыдущих рядах, а 3 пышных столбика. То есть сделали вот первый пышный столбик из 3 накидов, 2 воздушные петли провязали. Сюда же под цепочку делаем второй пышный столбик из 3 накидов, второй накид и сюда же третий. Зафиксировали. Делаем теперь еще 2 воздушные петли и сюда же под цепочку провязываем такой же третий пышный столбик из 3 накидов. Зафиксировали петлей. Так мы провязали 7-й ряд. Вот в конце ряда у нас должно быть здесь 3 пышных столбика и в начале ряда также 3 пышных столбика. Начинаем 8-й ряд. Вязание поворачиваем под цепочку. Провязали соединительную петлю и делаем первый пышный столбик из 3 накидов. Сюда же под эту же цепочку провязываем второй пышный столбик из 3 накидов. То есть так же, как всегда. Вот что у нас получилось. Далее делаем 3 воздушные петли. И между вот этими теперь 2 пышными столбиками под цепочку провязываем пышный столбик из 3 накидов. Теперь 2 воздушные петли и сюда же под эту же цепочку еще один пышный столбик из 3 накидов. Зафиксировали петлей. Вот посмотрите, что у вас должно быть. В предыдущем ряду у нас было 3 пышных столбика, в этом должно быть 4. Между каждыми 2 пышными столбиками по 2 пышных столбика. То есть здесь у нас будет начало такого же узора, как вот здесь. Мы начинали, и здесь будет также начинаться новый узор. Так, далее набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Делаем накид. Теперь здесь у нас 3 вершины. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца. 2 петли оставили на крючке. Вершину второго столбика провязали столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке. И в вершину третьего столбика провязываем третий столбик с накидом не до конца. На крючке у нас 4 петли. Мы 4 петли провязали вместе. То есть мы сделали убавку из 3 столбиков. Таким образом у нас закрылся один лепесток. Далее делаем 2 воздушные петли. 1 воздушная петля, 2 воздушная петля. Делаем накид на крючок. Следующий столбик, в его вершину провязываем прибавку, то есть столбик с одним накидом.
И сюда же, в эту же вершину, второй столбик с накидом. Теперь вершину следующего столбика также провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и в эту же вершину второй столбик с одним накидом. Так, у нас получилось здесь 4 столбика. Далее делаем 2 воздушные петли, накидный крючок. Один столбик мы пропускаем, вершину его не провязываем, а в следующую вершину провязываем 2 столбика с одним накидом. Один столбик и сюда же второй столбик. И у нас остался еще один столбик. В его вершину провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик с накидом и сюда же второй столбик с одним накидом. Вот что у нас получилось. Делаем далее 2 воздушные петли, 1, 2, делаем накидный крючок, и теперь у нас тут 3 вершины. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца, у нас на крючке 2 петли остались. Делаем накид, вершину второго столбика, столбик с накидом не до конца, на крючке 3 петли. Накид, вершину третьего столбика провязываем столбик с накидом не до конца. На крючке у нас 4 петли, и теперь мы 4 петли провязываем вместе. И делаем 3 воздушные петли. Посмотрите, у вас должно получиться так. Один лепесток закончили, второй закончили, а тут у нас 2 начинается. Так, теперь в конце у нас 3 пышных столбика. Между двумя первыми пышными столбиками мы провязываем пышный столбик из 3 накидов, 2 воздушные петли и сюда же под эту же цепочку еще один пышный столбик из 3 накидов. Далее 3 воздушные петли. Теперь между последними двумя пышными столбиками под цепочку провязываем пышный столбик из 3 накидов, 2 воздушные петли и сюда же еще один пышный столбик из 3 накидов. Петлей зафиксировали. Также должно получиться 4 пышных столбика в конце, как и в начале ряда. Мы с вами провязали 8 ряд. Посмотрите, в этом ряду мы уже подготовили наши пышные столбики для того, чтобы начинать вот такой вот узор. Это у нас основной узор вот здесь в начале ряда и в конце ряда. И здесь у нас сам узор уже будет подходить как бы к концу, листики будут закругляться. Узор очень интересный. Вот то, что он сейчас у вас морщится, вы вообще на это внимание не обращайте. Будет такая же проблема в начале, скорее всего, потому что вижу не первый раз узор, и так же самое получается. Но все выровняется после того, как вы его заблокируете, проведете как положено в ВТО. Итак, приступаем к вязанию 9 ряда. Вязание поворачиваем под цепочку из 2 воздушных петель, провязываем соединительную петлю и сюда же провязываем пышный столбик из 3 накидов, 2 воздушные петли, под эту же цепочку второй пышный столбик из 3 накидов. Теперь в 9 ряду после 2 пышных столбиков мы делаем 3 воздушные петли, делаем накидный крючок. Вот здесь под цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли. И между следующими двумя пышными столбиками провязываем также 2 пышных столбика. Первый пышный столбик,
Делаем 2 воздушные петли и сюда же провязываем второй пышный столбик из 3 накидов. Здесь вот вверх у нас будет идти такой же самый узор, как мы начинали вязать с самого начала. Только теперь мы уже будем расширение делать по краям. Так, далее делаем 3 воздушные петли. Делаем накид на крючок. Теперь лепесток мы закончили в предыдущем ряду. Значит, мы его пропускаем. Его вязать мы не будем. Далее у нас идут столбики с накидом. 4 столбика. В вершину первого столбика провязываем столбик с одним накидом. В вершину следующего второго столбика провязываем второй столбик с одним накидом. В вершину следующего столбика провязываем третий столбик с одним накидом. И в вершину последнего 4 столбика провязываем 4 столбик с одним накидом. И так подряд мы провязали в каждую петлю 4 столбика с накидом. Далее делаем 2 воздушные петли, накид на крючок. Под цепочку предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И здесь у нас идут 4 столбика. Вершину каждого столбика также провяжем по одному столбику с одним накидом. Первый столбик с накидом. Вершину следующего столбика второй столбик с накидом. В следующую вершину третий столбик с накидом. И в последнюю вершину 4 столбик с одним накидом. И так мы также провязали подряд 4 столбика с накидом в каждую петлю. Теперь делаем 3 воздушные петли и минуя этот лепесток, который мы в прошлом ряду закончили, здесь вот будем провязывать пышные столбики между 2 пышными столбиками. Итак, под цепочку между пышными столбиками провязываем пышный столбик из 3 накидов, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик из 3 накидов. Далее делаем 3 воздушные петли. Под цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. И между 2 последними пышными столбиками провязываем также пышный столбик из 3 накидов, 2 воздушные петли и сюда же еще пышный столбик из 3 накидов. Зафиксировали петлей. И так мы с вами провязали 9 ряд. Посмотрите, у вас должно быть все то же самое. Узор уже нарисовывается и уже нравится. Надеюсь, вам тоже. Узор, по сути, не сложный. Главное его понять. Поэтому очень стараюсь. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, будем разбираться. Итак, приступаем к вязанию следующего 10 ряда. Провязываем в начале ряда также 2 пышных столбика, как и в начале каждого ряда. Так, первый пышный столбик, 2 воздушные петли и второй пышный столбик. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид на крючок и вот в вершину столбика с накидом провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик и в эту же вершину третий столбик с накидом.
такой веерочек у нас получился. Далее 3 воздушные петли между двумя пышными столбиками. Под цепочку провязываем пышный столбик с 3 накидами, 2 воздушные петли и сюда же еще один пышный столбик с 3 накидами. Зафиксировали. Вот что у нас на данном этапе получается. Далее продолжаем вязание. Здесь нам нужно будет закончить лепесток. Набираем 3 воздушные петли, делаем накид на крючок. Тут у нас идет цепочка и далее столбики. Вершину первого столбика провязываем. Столбик с накидом не до конца. 2 петли оставили на крючке. Вершину следующего столбика, столбик с накидом не до конца. На крючке 3 петли. Вершину следующего столбика, столбик с накидом не до конца. На крючке у нас уже 4 петли. Делаем еще накид и в вершину последнего столбика провязываем столбик с накидом не до конца. Теперь у нас на крючке 5 петель. Захватываем ниточку и протягиваем сквозь все 5 петель. То есть сделали такую мощную убавку из 4 столбиков. Теперь 3 воздушные петли. Далее у нас здесь идет один столбик с накидом. В его вершину мы провяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и сюда же 3. Так, теперь 3 воздушные петли. 2, 3. И в эти 4 столбика также сделаем убавку из 4 столбиков. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца. На крючке у нас 2 петли. Вершину следующего столбика столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке. В следующую вершину столбик с накидом не до конца. На крючке 4 петли. И в последнюю вершину столбик с накидом не до конца. У нас 5 петель на крючке. Захватываем нить крючком и протягиваем сквозь все 5 петель. Сделали убавочку. Так у нас закончился один лепесток здесь. И здесь второй лепесток. Замкнули его, закончили. Теперь 3 воздушные петли. Между двумя пышными столбиками провязываем также пышный столбик из 3 накидов. 2 воздушные петли и сюда же еще один пышный столбик из 3 накидов. Далее 3 воздушные петли. Вершину столбика с накидом провяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда же провязываем второй столбик с накидом и в эту же вершину 3 столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Между двумя последними пышными столбиками под цепочку провязываем пышный столбик с 3 накидами, 2 воздушные петли и сюда же еще один пышный столбик с 3 накидами. Зафиксировали петлей. Если данная скорость видео вам кажется слишком быстрой, или вам кажется, что я быстро говорю, то, пожалуйста, в настройках самого видео выберите удобную для вас скорость. Сделайте так, чтобы видео воспроизводилось медленнее, и тогда вы будете все успевать. Я очень на это надеюсь. Итак, поворачиваем вязание и приступаем к следующему ряду. Это у нас 11 ряд. Также в начале между пышными столбиками провязываем пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же еще один пышный столбик из 3 накидов. Далее у нас 3 воздушные петли, накид, и тут у нас 3 столбика в предыдущем ряду. Вершину первого столбика провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик и 3 столбик с накидом.
Теперь делаем одну воздушную петлю, накид на крючок, вершину второго столбика провязываем столбик с одним накидом. Всего один столбик с накидом. Одна воздушная петля, вершину следующего столбика провязываем еще 3 столбика с накидом. Первый, сюда же второй и третий столбик с одним накидом. Вот что у нас получилось. 3, 1, 3. Теперь 3 воздушные петли. Между двумя пышными столбиками под цепочку провязываем пышный столбик из 3 накидов, 2 воздушные петли и сюда же еще один пышный столбик из 3 накидов. Далее набираем цепочку из 3 воздушных петель. Один, два, три. Теперь смотрим. Здесь у нас лепесток закончился. Мы провязывать его не будем, просто пропускаем. А провязывать будем далее вот сюда в столбики с накидом, вот в этот веер. Вершину первого столбика провязываем 1 столбик с накидом. Вершину второго столбика провяжем 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и сюда же второй столбик с накидом. Вершину последнего столбика провязываем 1 столбик с накидом. Так у нас получилось 4 столбика. Далее 3 воздушные петли. Тут у нас лепесток окончен, мы его пропускаем. И между двумя пышными столбиками под цепочку провязываем пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же еще один пышный столбик. Продолжаем вязать. Набираем цепочку из 3 воздушных петель. Теперь вершину первого столбика провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик сюда же, второй столбик и в эту же вершину третий столбик с накидом. Теперь делаем одну воздушную петлю. Вершину следующего столбика провязываем столбик с одним накидом. 1 столбик с накидом. Теперь воздушная петля. Вершину последнего столбика провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик в эту же вершину, второй столбик и сюда же третий столбик с накидом. Далее набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И между двумя пышными столбиками в конце провязываем пышный столбик из 3 накидов, 2 воздушные петли и сюда же еще один пышный столбик из 3 накидов. И в конце фиксируем петлей. Так мы с вами провязали 11 ряд. Это у нас с вами 11 рядов. Продолжение будет во второй части.